Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем вспоминать интересные мотоциклы, которые, к сожалению, покинули конвейер, и подобной техники в эпоху маркетологов и зеленых мы уже никогда больше не увидим. Начать я хочу с эксклюзивного круизера Honda NRX 1800 Valkyria Runa. Этот мотоцикл с неповторимым дизайном был создан на базе Honda GL 1800 Goldwing и имел все самые передовые технологии Honda на тот момент. Выпускался этот шедевр изначально в ограниченной серии 1500 штук с 2004 по 2005 год, что и придает ему еще большей ценности. Руна имеет алюминиевую раму, консольный задний маятник, переднюю вилку с нижним рычагом, комбинированные тормоза и, конечно же, карданный привод. А сердцем является 1832-кубовый оппозитный шестицилиндровый двигатель, который выдает 118 лошадиных сил и 167 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни эта 400-килограммовая махина разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость составляет 200 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,5 литров на 100 км, при том, что бак вмещает аж 23 литра. Знаменитый Yamaha BT1100 Bulldog, который появился в продаже в 2001 году. Этот Naked интересен тем, что получил двигатель и кардан от круизера Yamaha XV1100 Virago, а передние тормоза от Yamaha R1. Этот 1063-кубовый V-Twin с воздушным охлаждением обладает великолепной тягой на низах с максимальным крутящим моментом 88 ньютон-метров на 4500 оборотов в минуту, а максимальная мощность составляет 65 лошадиных сил на 5500. При сниженной массе в 250 кг мотоцикл от 0 до сотни разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Бак вмещает 20 литров топлива. Бульдог покинул конвейер в 2006 году. Suzuki GSF 1250 Bandit, который японцы выкатили на смену 1200-му бандюку в 2007 году. Классический дорожник получил новый 1255-кубовый двигатель уже жидкостного охлаждения, а за питание отвечает инжектор. Максимальная мощность составляет 100 лошадиных сил и 107 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса 222 кг, бак вмещает 19 литров. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. На ум опять-таки приходит прямой конкурент, который и сейчас продается новым, это Honda CB1300. Однако голая версия была снята с производства уже в 2012 году. Версия S с обтекателем дотянула до 2016 года. Honda VF 750 Magna V45. Этот легендарный мотоцикл впервые был представлен в 1982 году, однако большую популярность получило его второе поколение Honda Super Magna 750, которое вышло в 1987 году. Здесь японцы решили уйти от классического стиля круизера тех времен к спортивным чертам пауэр-круизера. Это более низкая задняя часть и широкая задняя резина на цельном алюминиевом диске.
Выхлопная система стала более выразительной 4 в 4, что стало действительно уникальным решением для круизеров. Однако изюминкой, конечно же, является 748-кубовая V-образная четверка, которая выдавала 77 лошадиных сил в Японии и 88 лошадиных сил в экспортном варианте. Крутящий момент составлял от 60 до 65 ньютон-метров. При сниженной массе в 242 кг от 0 до сотни Power Cruiser разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км в час. Бак вмещает 13 литров. Сниженная масса 243 кг. Последнее поколение уже с обычной внешностью вышло в 1993 году и покинуло конвейер в 2003. BMW K1300R, этот очень интересный как внешне, так и технически баварский Naked, производился с 2007 по 2015 год. Его сердцем является рядная 1293-кубовая четверка, которая выдает 173 лошадиные силы и 140 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни заявлен как у современного литрового спортбайка 2,8 секунды. Максимальная скорость более 250 км в час. Средний расход топлива заявлен максимально к реальному, как 6,9 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров. Снаряженная масса 243 кг. Мотоцикл выделяется среди одноклассников своей необычной подвеской и, конечно же, карданным валом. Самая большая серия круизеров Yamaha XV1900 впервые появилась в 2006 году. Однако очень интересной версией стал заводской кастом Yamaha XV1900 Rider, который производился с 2008 по 2017 год. Мотоцикл имеет агрессивный стиль с удлиненной вилкой, низким сиденьем и широким 210 мм задним колесом. Сложность инженеров компании заключалась в том, чтобы совместить стиль, вдохновленный чоппером, с шасси, которое обеспечивало бы превосходные характеристики. Сердцем XV1900 Rider является V-образная двойка воздушного охлаждения объемом 1854 кубических сантиметра, которая выдает 100 лошадиных сил и 168 ньютон-метров крутящего момента, доступного уже с 2500. При сниженной массе в 347 кг Райдер от 0 до сотни разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. Всю мощь на заднее колесо передает ременная передача. Средний заявленный расход топлива 6,2 литра на 100 км, что весьма кстати при довольно маленьком баке, объем которого составляет всего 16 литров.
Одним из самых интересных и уникальных мотоциклов итальянского бренда Moto Guzzi я считаю модель Grissa 8V1200, которая пришла на смену первопроходцу Grissa 1100 в 2007 году. Самый мощный Naked компании оборудован инжекторным двигателем V-Twin воздушного охлаждения с поперечным расположением цилиндров и объемом в 1151 кубический сантиметр. Максимальная мощность силовой установки составляет 110 лошадиных сил и 108 Нм крутящего момента, которые передаются на заднее колесо через карданный привод. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды, максимальная скорость 210 км в час. Средний расход заявлен в 6,1 литра на 100 км. Производитель указывает сухую массу в 222 кг. Бак вмещает 16,7 литра топлива. Этот итальянский шедевр покинул конвейер в 2017 году. Honda VTX 1800. Этот настоящий архаичный гигант на момент своего появления в 2002 году имел самый объемный двигатель из всех существующих в компоновке V-Twin. Только в 2004 году Kawasaki выделились своим VN2000. VTX 1800 оснащается специально разработанным двухцилиндровым V-образным инжекторным двигателем жидкостного охлаждения объемом 1795 кубических сантиметров, который выдает 106 лошадиных сил и почти 163 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает 4 секунды, а максимальная скорость 220 км в час. Снаряженная масса 351 кг. Мотоцикл мог похвастать наличием большого числа заводских модификаций, однако полностью он покинул конвейер в 2008 году. Suzuki VX800. Этот еще один интересный мотоцикл выпускался с 90 по 97 год. В его основу инженеры положили двигатель от Suzuki Intruder VS750, слегка его доработав и добавив ему полсотни кубических сантиметров объема. Пятиступенчатая коробка передач также перекочевала на VX800 с Intruder, как и собственно карданный привод, довольно редко встречающийся на классических мотоциклах. Этот чопперный мотор максимально выдает 63 лошадиные силы и 73 Нм крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 214 кг, плюс 18-литровый бак. От 0 до сотни VX800 разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость около 200 км в час. Совсем недавно взгрустнули поклонники стритфайтеров от компании Kawasaki, так как в 2020 году был снят с производства литровый Naked Z1000, его вытеснил надувный собрат ZH2. Так что сейчас самым большим атмосферным стритфайтером является Z900. Напомню, Z1000 имеет рядную четверку объемом 1043 кубических сантиметра, которая выдает 142 лошадиные силы и 111 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость 240 км в час.
снаряженная масса 221 кг. На данный момент продается только Z1000 в пластиковом исполнении. Это спорттурист Kawasaki Z1000 SX.